Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга, домашний аэропорт Кольцово. Улетаю по новому направлению в моих обзорах. Город Элиста. Вылет в 9 часов ровно, прилет в 10:55 по местному времени. Это московское время, минус 2 часа от екатеринбургского. Итого в полете 3 часа 55 минут, но я уверен, что мы прилетим раньше. Авиакомпания Red Wings, у которой здесь, в Екатеринбурге, находится, наверное, крупнейший в России авиахаб самолет Суперджет 100. Стоимость авиабилетов на этом направлении варьируется от 2100 рублей до 7500 рублей. Сейчас погода плюс 21 градус, днем будет 30, как и вчера. В Элисте тоже будет даже 30 и больше градусов. Я здесь был недели 2 назад, даже не знаю, что вам показать, но сейчас покажу вам варианты, как можно добраться сюда в аэропорт или отсюда уехать в город. Один из вариантов, как сюда доехать или отсюда, это на электричке. Вот время, по которым ходят электрички. Стоимость билета 125 рублей. Идет 30 минут до железнодорожного вокзала. И от него, соответственно, в аэропорт. А другой вариант — это городской автобус. Идет со всеми остановками чуть больше часа. Стоимость проезда всего 33 рубля, что очень дешево. Еще один вариант — это экспресс-автобус. Он идет примерно минут 30, с пробками минут 40. Стоит 150 рублей. Ну и можно на такси уехать. Средняя стоимость в зависимости от района или от времени, когда вы заказываете, рублей 500, 700, может быть чуть больше, чуть меньше. До вылета остается меньше 3 часов. Регистрация начнется за 2 часа до вылета, то есть через 25 минут. На этом месте раньше была неэксплуатируемая часть советского здания аэровокзала, которую снесли. И открылся вот такой замечательный вид на летное поле. Сейчас мы туда подойдем. Здесь стояла последняя часть здания от советского аэровокзала. Сейчас здесь все заросло травой. Но можно было бы сделать отличную смотровую площадку. Но пока здесь для нас не сделали смотровую площадку с удобными сиденьями, чтобы можно было сидеть или даже лежать, смотреть на самолеты, мы на них посмотрим стоя. Вот здесь международный сектор находится. Аэрофлот, Уральские авиалинии, местная авиакомпания. Там они тоже. И здесь у них ангар Уральских авиалиний. Наш рейс задерживается на 50 минут. Я думаю, что это из-за задержки прибытия рейса из Алматы.
До 11 часов 40 минут. От имени авиакомпании приносим свои извинения за доставленные неудобства. 10:95. Авиакомпания «Red-X». Вылетающих войска. Для получения прохладительных напитков просим пройти выход на посадку номер 11. Attention! Passengers of the delayed Red Wings Flight 1095 departing for Alyssa are kindly requested to go to Gate 11 to receive soft drinks. Да, вот как раз сказали, что пассажирам задержанного рейса дают прохладительные напитки, вот нам дали. Прошло почти 2 часа. Доброе утро, дамы и господа, с вами компания «Red-X». Мы рады приветствовать на борту самолета «Путешествие». Вылетайте в рейсе 295 по Москве, Екатеринбург, Елизавета. Расчетное время пути 3 часа 20 минут. Наш кабинный экипаж Анастасия, также бортпроводителя, желаем вам приятного полета. Good morning, ladies and gentlemen. The flight is tonight. We're very welcome with Russian Airlines. The flight number 1095 from Екатеринбург to Елизавета, the flight time 3 hours 30 minutes. Our passenger Анастасия and driver will wish to place the flight. Световая дорожка указывает направление к выходам. All emergency exits are marked with an exit sign. Please keep on gliding along the aisle directs you to emergency exits. Аварийные выходы оборудованы надувными трапами. Не надувайте жилет в салоне, так как это затруднит покидание самолета. For the fastest evacuation, do not inflate your life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться со спасательным оборудованием и расположением аварийных выходов вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Изучите ее внимательно. Благодарим за внимание. Passenger briefing card is located in the pocket in front of you. Вы сказали без багажей. Устройства в авиарежим или выключить их. Привести спинку кресла в вертикальное положение, открыть шторку иллюминатора, убрать и зафиксировать столик, застегнуть и туго затянуть ремень безопасности и удерживающее средство для вашего ребенка. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, to prepare for takeoff, please put all electronic devices in the flight mode or switch them off. Return your backrest to the upright position, open the window shade, stow and lock your tray table, fasten and tighten your seatbelt and restraint for your child. Thank you.
остальному экипажу двери в положении себя. Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля, наш рейс завершен, экипаж с нами прощается. Мы желаем вам всего хорошего, до новых встреч, до свидания. Плюс 31, очень жарко. Автобус. Вот прибыл наш рейс с задержкой примерно часа на 3. А вот говорят, что это впервые такая задержка. Мне повезло. Здесь 4 стойки регистрации, совсем не то что небольшое, но достаточно маленькое здание. Там 2-й этаж. Я думаю, что мы его посмотрим на вылете. Это уже будет послезавтра. Куда именно, смотрите в анонсах. Навигация желтая. Всего здесь несколько направлений: Екатеринбург, Анталия, Шереметьево, Сочи. То есть 4. По прилету можно выпить кофе, напитки. Цена не указана, не знаю. Так, сервисы, комната матери и ребенка, медпункт, туалеты. Со 2-го этажа вид на наш задержавшийся впервые самолет, который в Элисту раньше не задерживался, как мне говорят. Ну и вот такой вот обзор. В следующем обзоре, наверное, будет примерно то же самое. Вот такое с виду одноэтажное, ну, скажем так, 1,5 этажа здание. И здесь остановка. Ходит тут общественный транспорт или нет, я вообще не знаю. Но в основном пользуются такси. Аэропортовая площадь, в принципе, зеленая. Вот тут что-то строится, но больше ничего нет. Вот здесь въезд. Здесь стоянка машин, где-то тут такси вроде тоже. В общем, непонятно. Друзья, прилетели в Элисту. Аэропорт именно так и называется. Небольшой ветер при плюс 31 градусе по Цельсию. То есть достаточно жарко, но обдувает ветром. Может задувать микрофон. Авиакомпания Red Wings, тут говорят, впервые задержала рейс на Элисту. Но вы все видели, по крайней мере, тут мошки летают. По крайней мере, тут в Кольцово дали воду. Ну, оценивать не буду. Не знаю, почему они задержались. Аэропорт Элиста встретил замечательно. Клиент ориентирован, 5 ставлю, даже с плюсом. Вот такой аэропорт небольшой. Еще чуть-чуть подробнее, буквально мы его посмотрим на вылете. Куда именно, смотрите в анонсе под этим обзором. Всем спасибо, что посмотрели. Ну, бывают и задержки. Всем хорошей летней погоды. И увидимся на новых направлениях. Всем пока. Вот полетел обратный рейс на Екатеринбург. Я так понимаю.